Сегодня 20 октября, и очередная неделя войны позади. С вами Руслан Левиев. Всем привет. Давайте посмотрим, что там самого важного произошло на войне за прошедшее время. Догадываюсь, что многие из вас открыли этот ролик из-за главной темы последних пары дней. Так что давайте сразу нырнем в эту кроличью нору. Итак, Северная Корея. На территории России появились северокорейские солдаты. Мы с вами хорошо знаем про поставку артиллерийских боеприпасов, баллистических ракет из КНДР. Но вот солдаты стали для нас полнейшим сюрпризом. Всю неделю представители украинской разведки говорили, что вот-вот на стороне России начнут воевать больше 10 тысяч северокорейских солдат. Мы все IT отнеслись к этому скептически. И, насколько я вижу, большинство моих западных коллег тоже. В первую очередь, потому что никаких особых преимуществ России это не дает. А вот головняка... Ой-ой-ой, сколько. Затем в конце недели выходит заявление южнокорейской разведки, в котором они сообщают, что в ближайшее время в Россию перебросят 12 тысяч солдат северокорейской армии. А первые 1500 из числа спецназа уже в России. Здесь я бы обратил внимание, что все предыдущие заявления южнокорейской стороны были в формате комментариев каких-нибудь депутатов в прессе, да еще часто анонимных. И вот сейчас это впервые мы видим официальный пресс-релиз Национальной разведывательной службы Кореи по теме войны. Более того, они публиковали спутниковые снимки воинских частей в Уссурийске и Хабаровске, где мы видим построение солдат. Также они публиковали данные о том, что впервые с 90-го года десантные корабли Тихоокеанского флота России вошли в воды Северной Кореи, чтобы перебросить солдат в Россию. И опубликовали даже фотографии того, как Ким Чен Ын наблюдал за подготовкой северокорейского спецназа. Короче, все серьезно. Теперь уже есть даже несколько видео, где видно множество солдат восточной азиатской внешности. На одном из видео, где они получают российскую военную форму, слышна их речь, в которой переводчики разных изданий уверенно опознали корейский язык. А некоторые даже говорят, что с северокорейским диалектом. Как это может отразиться на войне? Если отвечать совсем коротко, то не сильно. Банально из-за количества. Если 12 тысяч солдат – это все, что планируется, то в масштабах нынешней войны это несущественные размеры. Но вот давайте для примера возьмем Курскую область. По нашим оценкам, в разгар Курской операции с украинской стороны было здесь где-то 10-15 тысяч солдат. С российской стороны, по нашей оценке, не менее 30 тысяч солдат, а по заявлению Владимира Зеленского 40-50 тысяч. Не то чтобы на фоне таких цифр 12 тысяч солдат совсем потерялись, но уж внести перелом в ситуацию они явно не могут. Даже в рамках отделенного направления. Да, российским военным будет заметно легче и проще на определенных участках фронта. Да, это дополнительная проблема для ВСУ. Но я не ожидаю именно что обрушение фронта из-за этого где-либо. Если отвечать более детально на вопрос, как это повлияет на войну, то тут есть еще огромное количество нюансов, которые мы не знаем. Но вот 12 тысяч солдат – это по численности одна мотострелковая дивизия, эдакий экспедиционный корпус. Будут ли они воевать как отдельное соединение под управлением северокорейских генералов, которые координируются с российскими генералами? Неизвестно. А может быть, наоборот, они будут разбиты на отдельные подразделения и приписаны к разным направлениям, к разным участкам фронта? Тогда возникает вопрос языкового барьера. То что, представляете, сколько вам нужно переводчиков с корейского языка тогда? По части стрелкового оружия говорят, что им дают российское. А что с бронетехникой? Это тоже очень важный нюанс. Если с ними приедет и северокорейская бронетехника, тогда это более серьезная проблема. Но тогда и перевозка всей этой техники с восточной границы России в Украину, это задача на месяц как минимум. Или им дадут российскую бронетехнику. Тогда вопрос, где ее возьмут в таком количестве и как на это посмотрят российские военные. Им-то приходится ходить в штурмовые атаки на мотоциклах, а белорусов тут будет отдавать броню северокорейцам. Плюс вопрос переучивания. Да, у Северной Кореи и России есть пересечения по номенклатуре, но это в основном по очень старой технике. Например, по танкам Т-62 и Т-55. Я читал от некоторых западных экспертов, что это в меньшей степени, чтобы помочь России, а в большей степени, чтобы армия КНДР приобрела реальный боевой опыт. Некоторые мои коллеги приводят контраргументы. Говорят, что в Северной Корее не так важно наличие боевого опыта, сколько наличие ядерного оружия. Что именно ядерное оружие является элементом сдерживания от возможных атак по КНДР. С другой стороны, опыт показывает, что северокорейские силы не раз посылали своих специалистов, инженеров, пилотов для участия в других военных конфликтах по всему миру.
Северная Корея отправляла пилотов воевать на стороне Северного Вьетнама во время войны во Вьетнаме. 25 северокорейских пилотов были отправлены в Сирию во время нашей 6-дневной войны 1967 года. 30 пилотов в Сирию и Египет во время войны Судного дня в 1973 году. 40 пилотов и 75 авиаинструкторов служили в Сирии в 1975 и 1976 годах. Корейские пилоты оказывали обучение и в некоторых случаях даже участвовали в боевых операциях против Израиля. В 80-х годах Северная Корея направляла силы спецопераций в Сирию для обучения регулярной сирийской арабской армии и ее союзников тактике ведения партизанской войны. В 2016 году, когда уже была в разгаре российская операция в Сирии, агентство ТАСС со ссылкой на Саудовскую высшую переговорную комиссию сирийской оппозиции сообщало, что 2 военизированные группы из Северной Кореи сражаются на стороне сирийских правительственных сил, хотя в итоге никаких подтверждений этому не нашлось. Представители украинской разведки говорят, что солдаты из Северной Кореи будут участвовать в боях в Курской области и будут готовы к первым сражениям уже в ноябре. Тоже звучит странно. Потому что, вы представляете, как это выглядит для российской армии, для российского общества. Выходит, Россия не может сама отбить свою территорию, и ей приходится обращаться за помощью к Северной Корее? Вау. Еще один важный вопрос. Как на это все отреагирует Южная Корея и Западный мир? Южная Корея все это время отказывалась поставлять Украине военную, то есть летальную помощь. Те артиллерийские боеприпасы, которые вы можете вспомнить, напрямую Украине не поставлялись. Они поставлялись Америке, а Америка взамен давала свои боеприпасы Украине. Возможно, после первого участия северокорейских солдат непосредственно в боях Южная Корея передумает. Плюс именно применение России северокорейских баллистических ракет КН-23 сподвигло США передать Украине дальнобойную версию ракет «Атакамс», летающих на расстоянии до 300 километров. Короче, вопросов много, ответов мало. Давайте подытожим. Да, в Россию приехали солдаты из Северной Кореи. На видеозаписях видны как минимум сотни солдат. Разведка Южной Кореи заявляет, что уже приехало 1500 человек, а всего будет 12 тысяч. Применение этих солдат с большой вероятностью осложнит ситуацию для украинских военных. Но практически невероятно, чтобы это привело к обрушению фронта или каким-то быстрым прорывам. Первое боевое применение этих солдат прогнозируют на ноябрь. Чью бронетехнику они будут использовать и будут ли использовать в принципе, неизвестно. И особенно нас интересует вопрос реакции Южной Кореи на такое развитие событий. Но, скорее всего, конкретная реакция поступит уже после первого боевого применения этих солдат. И очень жаль, что еще год назад автор проекта «Орикс» решил прекратить свою работу. Вот вам он больше известен своими подсчетами визуально подтвержденных потерь. Но военно-аналитическому сообществу он особенно был известен своими статьями по Северной Корее, руководствами по идентификации их техники. Да он даже книгу целую написал про армию Северной Кореи. Что касается ситуации на фронтах, то, похоже, скоро мы увидим распутицу. Это слово периодически проскакивает уже в публикациях всяких пророссийских военкоров из Донецкой и Иркутской областей. Публикуются видео с проливными дождями, но вот кадров именно с раскисшей почвой и застрявшей бронетехникой мы пока не встречали. Если такая дождливая погода сохранится, то это приведет к замедлению боевых действий, поскольку в распутицу даже гусеничной технике тяжело передвигаться. Основное наше внимание сконцентрировано вокруг 2 формирующихся карманов полуокружений. Первое такое полуокружение – это город Селидово. Здесь российские войска все дальше продвигаются со стороны поселка Цукурино на северо-запад, в сторону поселка Вишневое. Город Селидово достаточно крупный по меркам этой войны. До военного населения почти 50 тысяч человек, поэтому битва за него будет изнурительной для обеих сторон. В целом, российская армия продолжает использовать ту же тактику, которую она использует с самого начала полномасштабного вторжения. Вместо того, чтобы штурмовать крупные населенные пункты в лоб, они стараются брать их в окружение и постепенно выдавливать украинские силы, одновременно равняя населенный пункт с землей. Второй карман полуокружения – это район города Горняк и поселка Кураховка. К югу от этих населенных пунктов российские войска захватили полностью поселок Островское и частично Максимильяновку. Одновременно с этим к северо-западу от Горняка российские войска продвинулись от Цукурина в сторону Измайловки. Меня часто спрашивают, видим ли мы признаки того, что Россия действительно набирает по 30 тысяч человек в месяц на войну. Не скажу за конкретную цифру, это 30 тысяч, или 25, или 35.
Но то, что темп набора сохраняется высоким, и он где-то в районе этих цифр, да, признаки этого мы видим. Мы считаем, что большая часть завербованных идет на пополнение потерь существующих соединений. Поэтому в данном случае косвенным подтверждением служит интенсивность атакующих действий и сохранение этой интенсивности в течение последних нескольких месяцев. Плюс идет формирование новых частей и подразделений, которые в основном приписаны к Ленинградскому военному округу. Это, например, 44-й армейский корпус и несколько новых дивизий. Плюс в этом году еще одну отдельную 10-ю штурмовую бригаду создали. Так что процесс идет. При этом в подсчетах медиазоны и русской службы BBC теперь стабильно прибавляется больше 1000 новых имен погибших российских военных в неделю. Это не значит, что все они погибли за прошедшую неделю. По многим некрологи относятся к началу года. Но саму тенденцию роста потерь это отражает. Это выше средних показателей прошлых 2 лет войны. И последний подсчет по состоянию на эту пятницу – больше 74 тысяч погибших, по которым есть конкретные данные некрологи. Напоминаем, что большинство исследователей сходятся во мнении, что эти подсчеты покрывают от 40 до 60% реальных потерь. И это только погибшие. Судебный департамент Верховного суда опубликовал свежую статистику по приговорам. Из интересного тут можно отметить уголовные дела за уклонение от призыва на срочную службу. За первое полугодие 2024 года было осуждено 427 человек. 3 призывников получили условные сроки. 1 освобожден от наказания. И еще 1 оправдан. Угадайте, что стало с остальными уклонистами? К чему их приговорили? К штрафу. А вот к реальному лишению свободы за уклонение от призыва на срочную службу в первом полугодии 2024 года приговорили 0 человек. 0. Сейчас продолжается осенний призыв, и он будет идти до конца декабря. Поэтому я настоятельно рекомендую уклоняться от него любыми способами. Срочников очень часто отправляют в пограничные районы России, где они получают ранения или погибают в результате обстрелов, атак беспилотников и работы диверсионных групп. А у командиров разных подразделений есть свой план по вербовке срочников на контракт, который им нужно выполнять любой ценой. Поэтому к срочникам часто применяется в том числе физическое насилие, принуждение подписать контракт. Не идите в армию. Уж лучше уголовный штраф, чем вероятность остаться инвалидом или погибнуть на войне. Кстати, интересная история, связанная со срочниками, произошла в Центральном военном округе. 10 солдат срочной службы, служащих в 90-й танковой дивизии в Челябинской области, внезапно получили на свои банковские счета по 305 тысяч рублей от Министерства труда Татарстана, якобы за подписание контракта с Министерством обороны России, который они при этом, конечно же, не подписывали. Когда вокруг этого появились публикации в прессе, Центральный военный округ, конечно же, отговорился, что это просто техническая ошибка, и статус срочников не менялся. Практика, когда за солдата командование подписывает контракт, подделывает его подпись, она не нова. Она существовала еще до начала полномасштабного вторжения. Просто теперь кто-то использует это для выполнения своих планов по набору людей. В такой ситуации важно ни в коем случае не трогать эти деньги, потому что иначе будет сложнее доказать, что вы не подписывали контракт. В идеале надо зайти в офис банка и написать заявление об ошибочном переводе, отказе от поступивших на ваш счет денег, с просьбой отправить их обратно. Хотя, конечно, я не особо представляю, как это сделать, находясь на службе. Вряд ли ради такого ваш командир отправит вас в увольнительную. Поэтому хорошо, когда есть доверенность на близких родственников, на распоряжение банковским счетом. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в следующее воскресенье. Пока.